Овны, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июль 2026 года. Я даже не знаю, с чего начать. Очень насыщенный месяц и, скорее всего, будет очень длинное видео, много событий. Я все хочу охватить, и каждое из них оно важное, значимое. Поэтому начнем с того, что 30 июня Юпитер перешел в знак Лев на целый год, сменил энергию. Это новый 12-летний цикл. Для вас это прекрасный знак, прекрасное событие, потому что энергия будет зажигать ваше Солнце. Юпитер будет в благоприятном аспекте к вашему знаку. У меня есть отдельное видео про этот транзит. Переходите, смотрите. Ссылки все оставлю в описании под этим видео. И, кстати, спасибо вам огромное за поддержку. Я выложила свое фото на обложке, и, честно, я даже не ожидала столько от вас комментариев, комплиментов. Очень многие написали, даже те, кто никогда не писал комментарий на моем канале. Для меня это тоже был такой важный львиный шаг, выйти из тени, показать себя. Я прям наглядно показала вам, как работает Юпитер во Льве. Нужно себя проявлять, показывать, и тогда вы будете получать в ответ внимание, комплименты. Кто еще не видел, переходите, смотрите, какие подарки приготовил вам Юпитер. 29 июня Меркурий развернулся в ретроградное движение до 23 июля. Может быть в делах, особенно семейных, в вопросах недвижимости, документов важных на недвижимость. Все это может продвигаться не так быстро, как вам бы хотелось. И самое главное, что в июле произойдут два события, которые случаются очень редко. Одно из них вообще впервые в нашей с вами жизни. Уран будет делать благоприятный аспект к Плутону. В ноябре этот аспект повторится. Это медленные планеты. Считайте, что с июля по ноябрь у нас с вами открыто окно возможностей, такой коридор. Наши идеи получат поддержку нужных людей и могут изменить ход вообще нашей судьбы, каждого из нас. Второе, 29 июля Солнце соединится с Юпитером во Льве. День, который бывает тоже раз в 12 лет. Солнце управитель Льва, Юпитер все расширяет, усиливает классные качества и проявления, и успехи, жизненную силу, и радость, все. Очень благоприятный аспект. И помимо этого очень-очень много будет аспектов. Я все перечислю. Мне кажется, что мы с вами каждый месяц живем в какое-то историческое время. Я даже не знаю, сколько это видео по времени будет, но я думаю, что оно будет длинным. Очень много аспектов, событий. Я не хочу ничего упустить, все вам разложить по полочкам и рассказать. Сатурн и Нептун в вашем знаке, они развернутся в ретроградное движение. Я не скажу, что это плохо, потому что вы наконец-то сможете чуть-чуть выдохнуть. Давление, которое вы чувствовали последние месяцы, начнет ослабевать. Ваши личные планы могут, конечно, замедляться, но это скорее передышка, чем препятствие. Если вы впервые у меня на канале, подписывайтесь, так как мой канал может больше не попасться к вам в рекомендации, чтобы не потерять мои прогнозы. В закрепленном комментарии оставлю телеграм-канал, там я дополнительно пишу астрологические прогнозы для всех знаков на важные астрологические какие-то события или аспекты, которых нет у меня в Ютубе. И еще, чтобы энергия месяца проигралась вам во благо, благоприятно, чтобы проигрались только трины, секстили и благоприятные аспекты, пишите в комментариях во благо мне и моей семье. Принимаю энергию изобилия. Для тех, кто впервые на моем канале, я провожу личные астрологические разборы в PDF-формате. Пишите мне на электронную почту или Telegram, Instagram. Все ссылки в описании есть моего канала, в описании под этим видео, в закрепленных комментариях. Несмотря на то, что я выставляю все на экране, рассказываю, все равно есть те, кто в комментариях пишет, а как с вами связаться. Гайд, инструкция по карте желаний тоже есть в описании под этим видео, тоже есть ссылка в закрепленных комментариях, если вы хотите правильно прописывать свои желания, чтобы они действительно сбывались, работали на вас, в правильные сектора, правильным цветом, в нужные дни. И так, чтобы запустить сразу через 2 недели свою карту желаний, то можете переходить покупать по цене 2 чашек кофе, вы можете приобрести инструмент, который будет исполнять ваши желания. Итак, 4 июля день, когда все вокруг будет идти в режиме резкой турбулентности. Если вы что-то планируете на этот день, не думаю, что все пойдет по вашим планам, потому что Марс, ваша планета-управитель, соединяется с Ураном, планетой неожиданности в знаке Близнецы, и делает события очень непредсказуемыми, быстрыми, нервными. День, когда планы не просто будут меняться, они могут ломаться, перестраиваться прямо на ходу. Марс — это энергия действий, у вас может появиться сильное желание сорваться с места, куда-то поехать, что-то сделать, купить билеты, уехать вообще без подготовки, поменять маршрут.
отменить вообще все, что было запланировано. Могут быть срочные звонки, сообщения, вызовы. К примеру, там позвонили, вызвали на работу или сказали, что коллега заболел, срочно нужно подменять. Хотя вы уже в дороге, не знаю, едете на дачу. Ну, приходится разворачиваться и ехать. Просто вот день, когда вас могут поставить перед фактом, что нужно прямо сейчас. Будьте осторожны, потому что очень высокая вероятность в конфликтах, в переписках, в разговорах, особенно с родственниками, близкими людьми, коллегами, может быть, не знаю, какие-то перепалки в соцсетях. Любое слово может быть воспринято очень резко. Ну, не знаю, может, вам даже что-то безобидное сказали, пошутили, а вы прям вспыхнули и, не знаю, в конфликт ушли. Очень легко поссориться буквально на ровном месте. Важно не вступать в перепалки, не отвечать на эмоциях, потому что день, когда слова вылетают, а потом долго будете разгребать последствия. Можете сказать, не подумав, и обидеть человека. Еще может ломаться техника, могут возникать какие-то неожиданные сбои, телефон, интернет, навигация, транспорт могут работать нестабильно, будьте к этому готовы. Если вы отправляетесь в путь, проверяйте, пожалуйста, транспорт свой, автомобиль, потому что планы, связанные с поездками, встречами, какими-то коммуникациями, документами, переговорами, могут срываться или резко меняться. Могут быть опоздания, переносы, потеря времени из-за каких-то обстоятельств, которые от вас не зависят, там, к примеру, пробка или ДТП на дороге, и все застряли в пробке, невозможно проехать или придется объезжать. За рулем будьте осторожней, потому что Марс дает импульс нажать на газ, доехать быстрее, проехать на красный свет, но это повышает риск аварийных ситуаций. Будьте осторожны. И в быту тоже могут быть какие-то мелкие травмы, неловкие ситуации, не знаю, можете порезаться, обжечься. Вот если особенно это на фоне какой-то спешки или нервного напряжения. И выходя из дома, обязательно проверяйте приборы, там, не знаю, утюг выключайте, или если плохая погода, там какие-то молнии, дождь, гроза, вы выключаете технику. В общем, такое непонятно. Такой аспект, который непонятно, как может вообще выстрелить. Для кого-то как неожиданная удача, а для кого-то как, не знаю, какие-то несостыковки, переносы и сбой планов. Но опять же, может дать какие-то неожиданные ситуации, которые потом могут оказаться полезными для вас. Будьте осторожны, не действуйте на эмоциях, и уже через какое-то время ситуация может развернуться вообще в вашу пользу. Появятся новые варианты, быстрые решения, помощь от людей, от которых вы этого не ожидали. Главный принцип этого дня — не спешить, не спорить, не принимать решения в состоянии раздражения. Энергия этого дня требует выхода. Не пытайтесь сидеть на месте. Марс вам этого не даст, не простит. Лучше направьте ее в движение, в спорт, в уборку, я не знаю, в работу там с документами, с информацией. Но не принимайте каких-то важных судьбоносных решений в этот день. И помните, что Меркурий ретроградный. Если что-то, какие-то документы подписываете, может быть перенос, какой-то мелкий шрифт, читайте все внимательно. И, конечно же, делитесь, что у вас происходило в июне, как прошел июнь, какие события. Июнь еще, те, кто смотрит, этот прогноз июня еще не прошел, но делитесь, что он вам принес, принесло ли вам соединение Венеры с Юпитером, какие-то благоприятные знакомства, может быть, неожиданные возможности, события, какие происходили. Те, кто смотрит в июле, делитесь полностью, как прошел ваш месяц и что он вам принес. Энергии вообще классные были. Не знаю, как у вас проигралось. 5 июля Марс будет находиться в гармоничном аспекте по отношению к Плутону. И для вас это будет 3-й и 11-й дом гороскопа. Очень классная энергия пробивной силы, энергия напора, воли, действия, которая поможет вам пробиться, которая поможет вам выйти из каких-то сложных ситуаций и довести их до результата. Вы можете очень активно, удачно решить вопросы, которые связаны с бумагами, через общение, через людей, через звонки, переписки, встречи, знакомства, любые контакты с окружающими пойдут вам на пользу, пройдут хорошо. Может, собеседование у вас в этот день вообще супер, назначайте на 5 июля. Хорошо будут те вопросы, связанные с оформлением, с подачей заявлений, с получением ответа, заключением договоренностей каких-то. Очень сильная энергия поездок, перемещений. Могут быть удачные поездки или удачное стечение обстоятельств в поездках, знакомства какие-то нужные. Быстрые решения в дороге, ситуации, где все складывается в вашу пользу через движение и контакт с людьми. Могут прийти нужные, важные новости, которые вас порадуют, информация, которая поможет вам продвинуть какие-то
вопросы или дела свои. Дополнительно Марс в Близнецах будет делать еще секстиль к Нептуну в вашем первом доме гороскопа, и это усилит вашу интуицию. Если вы будете что-то в этот день уточнять, искать информацию, писать, звонить, добиваться чего-то, вы можете очень неожиданно для себя выйти на нужных людей, правильные контакты, нужные ответы. Можете очень себе помочь к той ситуации, которая сейчас для вас очень важна. Информация придет как будто бы случайно, но окажется именно той, которая поможет вам решить вопросы и направить ситуацию в нужную сторону. Вообще, по сути, день большой удачи, когда вы действуете, когда вы что-то делаете, когда вы вкладываете энергию, когда взаимодействуете с людьми и через это получаете результат быстрее и легче, чем обычно. 6 июля напряженный день, Солнце 4 дома гороскопа, который находится в секторе семьи, домашних дел, который связан с родителями, местом жительства. А Сатурн в вашем знаке в первом доме гороскопа будет требовать от вас ответственности, выдержки, терпения. Между ними будет квадрат. Легкого пути тут не ждите, если у вас есть какие-то планы на 6 июля, 6-7. Вас могут дергать по вопросам жилья, ремонта, документов на недвижимость. Кто-то из близких, муж, отец, начальник, старший родственник может предъявить к вам претензию, напомнить о долге, о невыполненном обещании, или просто сказать: срочно мне надо куда-то отвезти, или срочно там меня затопило, нужна помощь, и вам придется вырываться, ехать куда-то, что-то решать. Может быть, не знаю, вы что-то забыли доделать, вам придется за это отвечать, что вы там должны были подать документы на прописку или должны были отвести документы мамы там на, я не знаю, на что-то связанное с жильем, вы этого не сделали, да, и тут в этот день может быть такой конфликт из-за этого. Дома может поломаться техника, потребуется срочная помощь кому-то из родственников. Такой напряженный день, вы будете чувствовать усталость, раздражение, ощущение, что на вас свалили вообще все и сразу, что все вы на себе тащите. Захочется послать всех куда подальше, но Сатурн тут главный. Он говорит, что надо шаг за шагом сделать все, что разгрести, что навалилось. Хотите вы этого или нет, а вы, скорее всего, этого не захотите, не будет тут ни вдохновения, ни желания, ни ресурсов, но через «не могу». Такой день, когда все будет даваться через усилия. Но если вы его выдержите и сделаете то, что вы должны, вы закроете какие-то важные вопросы, которые потом перестанут на вас давить. Не рубите с плеча, не срывайтесь на близких, просто потерпите. Через пару дней уже этот аспект пройдет, станет легче. Солнце, квадрат, Сатурн — это когда надо прикладывать усилия. Это когда вы что-то делаете и не дается оно с первого раза. Очень много может быть работы по дому, очень сильно напряженный, может быть загруженный день в быту. Если вы собираетесь по каким-то инстанциям ходить в этот день, может быть такое, что вам скажут, там вы пришли, а там, не знаю, санитарный день. Или скажут: ну нет, нам нужна еще какая-то справка, идите, придете там на следующей неделе. Или вы пришли, а вам сказали: ну там какой-то специалист ушел в отпуск на месяц. 9 июля Венера переходит в знак Девы и останется там до 6 августа в вашем 6 доме гороскопа. Сектор повседневной работы, быта, здоровья, рутины. Венера — планета комфорта и гармонии. Куда она переходит, там всегда становится легче, приятнее, спокойнее, гармоничнее. Она сглаживает углы, убирает лишнее напряжение, приносит в этот сектор жизни больше легкости. В ближайший месяц ваша работа станет приносить вам больше удовольствия. Может быть, появится помощница, стажер, новый сотрудник, коллега, который возьмет на себя часть задачи, вам станет намного легче. График может стать более гибким, нагрузка меньше. Кто-то из вас уйдет в отпуск, кто-то почувствует, что на работе стало спокойнее, комфортнее. Клиенты будут попадаться приятные, адекватные. В быту тоже будет все устаканиваться, вам будет легче. Может быть, захотите навести уют, купить какие-то мелочи для дома, красивую посуду, удобные контейнеры для хранения. Вот такое что-то практичное, как любит Дева. Какие-то мелочи, которые давно мозолили глаза, вы их исправите. И хоть это и мелочи, но от этого вам как-то будет более приятно, хорошо на душе, более приятно находиться дома. Может появиться помощница по дому, няня, там, я не знаю, клининг наймете, или просто человек, который временно разгрузит вас в домашних дела. Может, к вам приедет сестра, мама, подруга, да, и они будут там готовить, помогать вам, сидеть с детьми, убирать, и вам станет легче, потому что Венера — это женщина. Прекрасное время, чтобы заняться своим здоровьем,
своей внешностью. Если вы давно искали хорошего специалиста, врача, стоматолога, косметолога, по Венере в Деве найдется очень классный специалист, дотошный, внимательный, который сделает все на совесть. Любые процедуры для тела, массаж, уход за кожей, обновление косметички, поход в спортзал, диета, все это пойдет вам на пользу и принесет вам, то есть это будет вам не в тягость, даже если вы сядете на диету или откажетесь от сладкого. Венера в Деве обожает такие продуманные полезные улучшения. И весь этот месяц она будет вас в этом поддерживать. Если у вас вы проходили какое-то лечение, восстановление, Венера тут тоже вас поддержит, даст вам быстрое восстановление, выздоровление. Используйте этот транзит для заботы о себе, спокойно, с комфортом, без спешки. По финансам вы можете получить премию на работе, оплату за проект, который давно делали, можете попросить повышения зарплаты. Клиенты станут более щедрыми, могут оставлять чаевые. Если вы работаете с девушками, особенно в сфере услуг, то будет больше заказов, больше денег, больше чаевых. Если вы искали подработку, может подвернуться очень хороший вариант с достойной оплатой. Ваш быт, ваш график, ваша ежедневная рутина станет более комфортной, более приятной. Может быть, вы недавно переехали на новое место жительства, теперь вы легче добираетесь до работы, или у вас в доме находится кофейня, вы там каждое утро спускаетесь, берете кофе, идете на работу. То есть какие-то мелочи, но очень приятные, которые делают ваш день, не знаю, что-то вносят приятное в ваш день, улучшают вам настроение. Любители астрологии и моих прогнозов, поддержите меня, пожалуйста, комментарием, потому что каждый раз, когда выходит видео, ваши комментарии, ваши лайки помогают его продвигать, и новая аудитория находит меня так же, как вы меня когда-то случайно нашли в рекомендациях. Благодарю вас за поддержку. 13 июля Меркурий соединяется с Солнцем в знаке Рака в вашем 4 доме семьи, место жительства. День, когда вы можете получить ясность в вопросах, которые зависали с самого начала месяца или с конца июня еще. Если вы ждали ответа от родственников, решения по жилью, документам на недвижимость, наследство, вот именно в этот день они могут проясниться. Либо если вы как-то связаны с недвижимостью, тоже могут быть очень важные новости, договор, подписание, разговор, который состоится вообще в районе этого дня, может поставить точку в каком-то старом семейном споре, в старом вопросе по недвижимости, который давно висел, это не что-то новое, или дать вам нужную информацию для вашего следующего шага. В этот же день Венера будет делать квадрат к Урану, и тут может быть внезапно отмениться запись к врачу там, или косметологу, неважно, куда вы были записаны. Может вам неожиданно написать, сказать, что отменяется, или вы застрянете где-то в пробке, опоздаете, и в итоге не успеете на какую-то там процедуру или куда-то, не знаю, в госорганы куда-то подавать справки, что-то, да, можете внезапно, или машина сломалась, или еще что-то произошло. То есть такой неудобный аспект. Или там, например, на работе коллега поссорился в разгаре дня с начальством, ушел, и все клиенты, которые там были, кроме ваших, еще его или обязанности какие-то еще на вас свалились. То есть что-то такое, дискомфорт. Можете купить что-то для дома или для себя, какие-то витамины, что-то, прийти домой и понять, что это не подходит, или вам вообще дали не то, что вы купили, или вы забыли покупку в магазине. Ну, такой, ничего катастрофичного, но просто неудобный аспект. 14 июля происходит новолуние в знаке Рака в вашем 4 доме гороскопа. Это запуск нового цикла, начало чего-то нового в этих темах. В ближайшей неделе вы можете получить новость, которая будет связана с домом, с родителями, с родственниками. Кто-то из вас может въехать в новую квартиру, подписать договор купли-продажи или аренды, начать ремонт. Если вы занимаетесь недвижимостью, появится новый клиент, проект, новый объект, может прийти известие от мамы, которая вас, или от родственников, родных, которая вас коснется, или вы можете узнать какую-то, не знаю, какая-то новость в вашей семье, которая доведет вас до слез радости, там, что у вас родится племянник, племянница, или что у кого-то свадьба. Ну, какой-то такой трогательная какая-то новость. Новолуние в Раке очень эмоциональное, поэтому события могут быть окрашены, да, такими
ностальгией, теплом, какими-то такими эмоциями. Ну, не всегда в плюсе, конечно, но в основном. Еще это время, чтобы что-то покупать в дом. Мебель, технику, декор. Или просто делать перестановку. Что-то новое внести в свою жизнь. Освежить пространство. Обратите внимание на отношения с родителями в ближайшие 2 недели после 14 июля. Потому что можно заложить новый этап, помириться, просто поговорить по душам. Энергия направлена в дом и семью. Поэтому обращайте именно на эту сферу внимания. Вкладывайтесь в нее. Все, что вы начнете сейчас и вложите в этой сфере, будет расти в ближайшие полгода. И самое главное, по новолунию не забывайте прописывать свои желания. А по новолунию в Раке то, что связано с недвижимостью, семьей, там, к примеру, вы мечтаете о ребенке, о покупке дома, не знаю, любые ваши желания, связанные с вашей семьей, домом, местом жительства, или вы планируете переехать куда-то, мечтаете, прописывайте все. Покупайте гайд, карты желаний, мою инструкцию, которую я правильно написала, все в каком секторе прописывать. Я по ней 5 лет уже себе делаю свою карту желаний, в которой сбывается практически все. В описании, в закрепленном комментарии оставлю ее для вас. И делитесь обязательно, когда у вас начнутся сбываться ваши желания. Делитесь со мной в личных сообщениях или в комментариях. 18 июля происходит событие, которого не было никогда при нашей с вами жизни, и я даже не знаю, сколько столетий назад это было. Редкий гармоничный аспект Урана и Плутона, который будет работать как такое длинное окно возможностей до конца ноября, потому что в конце ноября повторится этот же аспект, Уран там будет в ретро-движении. Для вас, Овны, это 3-й и 11-й дом гороскопа. Общение, информация, поездки, транспорт, логистика, документы, покупки, обучение, любые повседневные решения. 11-й дом – это цели, желания, мечты, планы на будущее, друзья, коллективы, интернет, аудитория. Период, когда через людей, окружение, информацию или где-то на мероприятии могут неожиданно реализоваться ваши желания, которые раньше казались вам, не знаю, несбыточными, или вы думали, что может быть когда-то в далеком будущем это исполнится, но не сейчас. И тут внезапно Уран с Плутоном дают вам шанс. Не обязательно как одно большое событие, это может быть фон, цепочка совпадений, которые быстро выведут вас на новый уровень жизни. Может быть, неожиданно появится возможность купить автомобиль мечты, или получить то, о чем давно мечтали, оформить что-то важное, решить вопрос с транспортом, техникой, документами, обучениями. Может, вы поступите в Гарвард или поступите на бюджет куда-то в международный университет. Что-то, что казалось несбыточным, какая-то мечта. Для кого-то это может быть новая работа, удаленно, онлайн, или предложение через знакомых. У кого-то поездка, покупка очень важная. Проект, который можете запустить резко и без долгой подготовки. Может быть, даже без каких-то особых знаний. То есть сначала начали делать, а потом уже включаетесь и больше узнаете, да, об этом. Суть аспекта в том, чтобы расширять ваше поле возможностей через 3-й дом, то есть через контакты с людьми. Не надо изолироваться, контактируйте, общайтесь, ищите информацию в интернете, среди родственников, знакомых, среди вашего окружения, рассказывайте о своих планах, целях, мечтах, потому что через них неожиданно можете получить дельный совет или предложение. Может быть, вам позвонят, напишут, предложат что-то, и это станет точкой разворота неожиданной. 11-й дом усиливает именно исполнение желаний и целей. То, что вы давно держали в голове, может начинать сбываться, но если вы это будете проговаривать, рассказывать свои планы окружающим и делиться событиями, делиться планами своими, может быть неожиданное предложение, неожиданный выход. Очень громко это может проиграться в нашем мире, в политическом, или, не знаю, Уран отвечает за новые технологии, может, какое-то лекарство придумают, может, технологию новую ведут. Это лидеры по Плутону. То есть тут может быть что-то неожиданное такое, что-то глобальное на мировом уровне. Ну, посмотрим, как это проиграется в июле. Я думаю, событий будет очень много, и политических, мировых. Ну, посмотрим, как это все проиграется. Планеты очень мощные, это не личные планеты. Не каждый из нас почувствует их прям точное включение. Но если Уран, ваша планета управитель, или Плутон, вы можете их почувствовать. У меня обе планеты управителя очень важны в моей карте. Вот. Но фон поддержки сохраняется, да, через внезапную удачу, через неожиданные возможности, особенно для вас через коллег, через старых знакомых каких-то или подписчиков может прийти классная возможность.
19 июля отличный день, чтобы переходить от слов к делу. Энергия Марса, вашей планеты-управителя и Сатурна поможет вам доделать то, что требует терпения, выдержки, дисциплины, но даст надежный долгий результат. Чем можно заниматься? Подавайте документы в инстанции, оформляйте визу, паспорт, регистрацию, если вы это хотели сделать. Если вы уже когда-то делали, но что-то пошло не так или отложили, сейчас ретро-меркурий, можно повторять, и еще и плюс эта энергия аспекта даст вам поддержку. ИП хотели, налоговый номер, самозанятость, вот это можете делать в районе 19 июля. Можете разбирать завалы в шкафах, на балконе, в бумагах, наводить порядок в доме, записываться на прием к врачу, проходить, не знаю, отвезти машину на техосмотр, оформить страховку, отправить резюме, сходить на собеседование, устроиться на работу, подработку. Тут вообще супер спектр действия. Можете подписать договор, составить план дел на месяц, но ретро-меркурий, смотрите, что вы подписываете, читайте мелкий шрифт там. Можете начинать обучение или восстанавливаться в обучении, если вы когда-то забросили там язык, какой-то курс, неважно. Съездите по важному делу, которое вы давно откладывали. Вот все, что вы будете спокойно делать в этот день. Тут главная энергия делай. Делай спокойно, без, как вы любите, овны, сразу встали, скочили, схватились, загорелись и пока дошли, уже передумали. Действуйте без суеты, шаг за шагом, и результат будет отличный. 20 июля происходит оппозиция Юпитера и Плутона. Мне писали в комментариях под видео на Юпитер, а почему же вы не сказали, а почему вы не написали, а какой там ужас будет происходить, оппозиция Юпитер-Плутон, все астрологи об этом говорят, вы ничего не сказали. Так вот, хочу вас успокоить и объяснить, почему ничего тут страшного нету, что на самом деле будет происходить в этот день. Юпитер сейчас находится в вашем 5-м доме гороскопа, в секторе любви, творчества, детей, удовольствия и радости от жизни. Плутон в 11-м доме, сектор коллективов, друзей, соцсетей, каких-то, не знаю, чиновников, госорганов, то есть это какие-то системы. И вот они встают друг к другу в оппозицию. Ваши личные желания, ваше «я хочу» сталкиваются с внешним давлением, с какими-то обязательствами. Может быть какая-то позиция чиновника, правила системы, критика от коллектива, требования от друзей, которые идут вразрез с тем, что для вас важно. Вы будете чувствовать, что упираетесь в стену и что вторая сторона не собирается уступать, как и вы. Но в чем поддержка? Именно в этот день Юпитер делает благоприятный аспект к Нептуну, делает трин в этот же день, то есть сразу же компенсирует вот это напряжение. Оно не просто голый один аспект оппозиции, нет. Тут есть поддержка. Нептун еще в вашем доме находится, в вашем 1-м доме гороскопа, то есть это влияет прямую на вас, поддержка именно вас, а не другой стороны. Юпитер благодетель, Нептун высшая планеты веры, интуиции. Я не знаю, как хотите интерпретировать, какая у вас там религия, это как Бог, как Вселенная, как поддержка и невидимая сила. Потому что обычно все время мы слышим Нептун, розовые очки, иллюзии, Нептун, розовые очки, иллюзии. Нет, это мощная поддержка, очень классная, глобальная. Это как высшая Венера, высший Юпитер. И аспект между ними — это ваша личная суперсила, самый разгар давления. Вы можете почувствовать внутреннее спокойствие и понять, что нужно делать дальше, даже если логика пока не видит выхода, просто как будто бы Вселенная вас будет вести туда, куда вам нужно. Вы окажетесь, даже если куда-то опоздаете, сядете не в тот автобус, не туда зайдете, не в тот кабинет, все равно все окажется вам на пользу. Ваша вера в себя и интуиция будет работать на вас безошибочно. И на следующий день, 21 июля, Юпитер будет делать секстиль к Урану в вашем 3-м доме гороскопа, но уже 20 июля этот фон работает, это еще одна поддержка. 3-й дом — это поездки, документы, переписки, телефон, разговоры, транспорт, родственники, соседи, коллеги, случайные попутчики. Уран — планета внезапности и гениальных озарений. И вот секстиль дает быстрый, неожиданный и блестящий выход. В самый тупиковый момент вам могут позвонить с важной новостью, предложением, прийти то самое сообщение, подвернуться нужный документ, нужный специалист, или вы случайно встретите человека, который даст вам очень важную, нужную вам информацию. Вот именно через эти простые какие-то земные каналы общения решится то, что казалось нерешаемым. И вы можете, столкнуться с чем-то в этот день, 20 июля, почувствовать напряжение, но выход будет. Вы не будете ломиться в закрытую дверь, прислушивайтесь к себе, своей интуиции, будьте на связи, ищите информацию, рассказывайте о своих планах, рассказывайте о своих проблемах. Если нужно какое-то решение, решение найдется, подсказки будут. Оппозиция может создать напряжение, но трин и секстиль выведут вас к правильному какому-то решению. Вы не просто справитесь, вы выйдете из этой ситуации, может, даже победителем. Если вам сейчас кажется это невозможным, не переживайте. Юпитер, Нептун, все вас поддержат. Это высшие планеты. Это тоже не просто Юпитер делают к Солнцу или Меркурию секстиль. Нет, к Урану, трин к Нептуну. Это очень классные аспекты и поддержка. Делитесь. Может, у вас есть какие-то планы на эти числа?
22 июля Солнце переходит в знак Лев, ваш пятый дом гороскопа, туда же, где уже находится Юпитер. Сектор любви, детей, творчества, удовольствия, хобби, всего, что зажигает ваше сердце. Солнце здесь вообще на целый месяц остановится, и оно будет давать вам вкус к жизни. Он задает главную тему этого периода – праздник жизни. Если до этого вы много копались в прошлом, решали семейные вопросы, занимались ремонтами, переездами, то сейчас энергия полностью переключается, вам хочется радоваться жизни, проявляться, получать удовольствие, ходить на какие-то мероприятия. Ну, это вообще можно назвать вашим личным, творческим, солнечным месяцем. Для кого-то это будет отпуск, отдых, больше времени с детьми, вы станете в этот период ярче, заметнее, увереннее в себе, будете ходить на какие-то праздники, в театры, на концерты, в рестораны, туда, где весело, шумно. Если вас куда-то зовут, идите, потому что сейчас это не просто развлечение в этот период, а прямое попадание в поток удачи. Личная жизнь тоже оживет. Одинокие овны могут встретить человека, с которым вспыхнет яркий роман, полный страсти, взаимного интереса. Если вы в паре, почувствуете прилив романтики, желание проводить больше времени вместе, отправиться в совместное путешествие, устроить там ужин при свечах. Дети вас будут радовать. Очень важные какие-то события у ваших детей, они могут к вам приехать, если это взрослые дети. Либо вы можете к ним поехать, они могут вам что-то подарить, какие-то радостные новости, события у них, вы будете гордиться успехами детей. Прекрасный период, творчество, хобби тоже пойдут в гору. Все, что вы делаете для души, от души, может неожиданно принести вам признание или даже доход. Если вы мечтали начать блог, рисовать, танцевать, петь, преподавать, сейчас вы можете набрать охваты, популярность. Начинайте, Солнце даст вам энергию, аудиторию, уверенность, но начинайте с 24 до 25 июля, когда Меркурий развернется в прямое движение. Уже 23 июля Меркурий разворачивается в прямое движение 30 июня. Он был ретроградным в 4 доме, секторе дома, семьи, недвижимости, родителей, места жительства. Если у вас зависали какие-то вопросы с ремонтом, не знаю, там прорвало трубу, сломалась машинка стиральная, вы не могли получить документ на жилье или были сложности в общении с родственниками, то знаете, что это была работа Меркурия. Теперь он пойдет в прямое движение, все дела начнут продвигаться. Если вы ждали одобрения ипотеки, договора купли-продажи, аренды, можете смело подавать документы, ждать звонка, одобрения. То, что раньше буксовало, будет продвигаться, сдвигаться с места. Вы можете наконец-то переехать, прописаться, получить паспорт, любой другой документ, связанный с домом, местом жительства. Вопросы с родителями, которые оказались запутанными, тоже начнут проясняться, станет меньше недопонимания, будет легче договориться. Если вы планировали ремонт или он у вас идет, то все будет идти намного быстрее. Вся энергия, которая уходила на ожидание переправки, теперь будет направлена на реальные действия, результаты. Ваш дом, ваша семья наконец-то получат то, чего вы долго ожидали. 29 июля, очень важный день, одновременно подводит итог первой половине года, запускает мощный годовой цикл удачи лично для вас, Овны. В этот день сходятся несколько важных астрологических событий. Солнце соединяется с Юпитером в вашем 5 доме радости, удовольствия, подарков, отдыха, детей. Вообще прекрасное астрологическое событие. Вот именно на таком астрологическом событии прописывайте, делайте карту желаний и запускайте эту энергию. Вы увидите, как у вас многое сбудется, прям ваши мечты и планы. Ваша воля, ваша личность, ваша способность сиять — это Солнце. Юпитер — планета большого счастья и удачи, и они будут встречаться в секторе любви, детей, творчества, удовольствий, самореализации. День запускает новый цикл успеха для вас на целый год. Не просто повезет, это момент, когда вы можете заложить фундамент для нового проекта, романа, творческого взлета, для беременности, если вы планируете рождение детей. Все, что вы начнете с этого дня или для чего вообще заложите свои намерения, получит очень классный импульс, будь то новый бизнес, роман, семья, хобби. Вообще супер, будет все развиваться и продвигаться. Может быть, даже в конце июля исполнится какая-то ваша мечта, вы получите какой-то очень классный подарок, на который сами не могли потратиться, а вам его сделают. Прекрасное событие астрологическое. Делитесь, пишите в комментариях, может, вы хотите, я отдельно сделаю какое-то видео по важным аспектам таким прекрасным. Второе событие — это полнолуние в знаке Водолей в вашем 11 доме гороскопа. Полнолуние подводит итог в секторе друзей, коллективов, социальных планов. Может быть, вы увольняетесь, уходите из какого-то коллектива, либо кто-то уходит из вашего коллектива, либо подруга, друг уезжает в другую страну, и вы уже не будете видеть, заканчивается какая-то большая история. Полнолуние — это кульминация ясности, совершается коллективный проект, и вы можете еще понять, с кем из окружения вам дальше по пути, а с кем больше нет. Можете получить результат своих усилий, которые вложили в эти сферы еще полгода назад. Может быть завершение важного дела,
информацию можете получить, которую вы ждали, или какое-то яркое мероприятие, которое подведет черту под целой главой вашей жизни. 11 это еще мероприятие. И третий важный нюанс. Солнце будет в оппозиции к Плутону в этот же день. Тут что может быть? Может быть ссора с кем-то из друзей или коллектив будет давить на вас, система какая-то. Может, кто-то будет пытаться навязать свои правила. Это проверка на то, насколько вы готовы отстаивать свое право на личное счастье. Не вступайте в открытый конфликт, но и не уступайте, не прогибайтесь. Ваша сила сейчас в вашей вере в себя и в свой путь. К примеру, вы хотите открыть бизнес, а вам подруга говорит, ну, у тебя не получится, или у тебя там недостаточно опыта, или сейчас все этим занимаются, это конкуренция. Не надо никого слушать. Вот тут прекрасные аспекты Солнца, День с Юпитером вас поддержит. Вас может не поддержать кто-то из окружения, но Вселенная вас точно поддержит. День, когда ваше Солнце – главный источник успеха. Загадывайте желания, начинайте что-то новое, проводите время с любимыми людьми, отбросьте чужие мнения, сосредоточьтесь на себе. Все, что вы заложите в этот день, будет работать на вас целый год. Я, наверное, даже напишу какой-то ритуал, что нужно тут сделать в этот день. Выложу на канал, может быть, в телеграм-канал. Пишите, если вам это интересно. В этот день сходятся 3 мощных события, и вы должны понимать, что это большие возможности. Очень много есть напряжения, да, в этом месяце, но тут такая история, когда многие планеты на вашей стороне, и надо бояться, но делать. Просто делать. Даже если вы боитесь идти, шагнуть, сделать, ничего страшного не получится, попробуйте еще раз, получится, тогда вы получите очень большие возможности, потому что и Юпитер вас поддержит, и Нептун в вашем знаке, и Сатурн в вашем знаке, и Уран в трине к Плутону. Поэтому действуйте, загадывайте желания, прописывайте цели, пишите в комментариях. Во благо мне и моей семье принимаю все дары и изобилие Вселенной. И я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал. Не жадничайте лайки, комментарии. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам счастливого и удачного месяца, дорогие овны.